как было раньше и когда вам вообще не нужен этот инструмент. Значит, смотрите, вам не нужен Google Tag Manager, если вы используете лишь один какой-то канал рекламы, например, Google Ads или Facebook. Вам достаточно установить тогда Google Analytics на сайт или Facebook Pixel и вообще как бы забыть о вообще лазании каком-то в код сайта. То есть вам не нужен тег менеджер в этом случае. Если один канал рекламы, вы не собираетесь делать дополнительный канал рекламы. Второй случай, когда вам не нужен тег менеджер. Если вам нравится копаться в исходном коде, вы любите программировать, вы любите влазить в исходный код сайта, то там что-то добавлять, и это приносит вам удовольствие. Тогда тоже не нужно пользоваться тег менеджером. Я сам таким был раньше, мне очень нравилось копаться в исходном коде, но когда количество проектов, на которых нужно запустить рекламу, исчисляется десятками, то особо в исходном коде не покопается, это все время. Третий случай, когда не нужен тег менеджер. У вас есть штатный программист, который любые правки в сайт внедряет. Вот тут я прямо акцентирую внимание. Если у вас есть человек, который за вменяемые деньги или на ставке вносит все правки в сайт, вам тег менеджер не нужен и даже может помешать. Почему? Потому что тег менеджер, как бы то ни было, немного тормозит скорость сайта. И если сравнивать внедрение всех дополнений в сайт профессиональным программистам, либо внедрение через тег менеджер, то, конечно же, выигрывает профессиональный программист всегда. Но это как бы деньги, это время и так далее. Следующее, когда вам не нужен. Если вы используете только тип цели посещения страницы. Кто уже в курсе моем дошел до блока с аналитикой, там я рассказывал про типы целей. Самый простой тип цели — это посещение страницы. Когда у вас есть thank you page, страница «Спасибо за заказ», и человек, который, например, оставляет форму, на эту страницу заходит. В таком случае через Google Analytics без каких-то там сложностей вы можете отследить эти цели. И последний случай, когда вам не нужен тег менеджер, это когда вы предпочитаете аналитику на уровне, сколько было визитов на сайт и не глубже. Но это вы должны быть или очень богатым человеком, чтобы тратить деньги на рекламу без подробной аналитики. Либо же нужно использовать тег менеджер. Когда тег менеджер нужен? Когда он станет полезным? Смотрите, когда он полезный. Когда у вас используется на сайте несколько кодов аналитики. Например, Google Analytics, Яндекс.Метрика, Facebook Pixel, код ВКонтакте, код ретаргетинга ВКонтакте, может там из Одноклассников, из MyTarget, Google Optimize. Когда количество кодов аналитики превышает 1 или 2, то в исходном коде сайта бывает сложно разобраться, что к чему, что где. Но еще ладно, когда вы один раз установили и больше не нужно менять. Я приведу просто один из примеров. Смотрите, Facebook Pixel. Пример мой, реальной из жизни вот за последние 2 недели. Значит, смотрите, Facebook забанил мой рекламный аккаунт полностью. Сейчас там идут переписки, я им документы отправляю, они забанили мой аккаунт. И повсюду на всех лендингах, а лендинги у меня на поддоменах в том числе, на всех лендингах стояли пиксели отслеживания того забаненного аккаунта. Мне нужно было оперативно заменить все коды в пикселя, и рекламу сейчас стали вести 2 подрядчика, и добавить новые пиксели от аккаунта каждого из 2 подрядчиков. Если бы у меня все это было вот через исходный код сайта, вот так вот, то я бы даже не представляю, сколько бы у меня времени заняло все это дело перенастроить. Ну, это была бы действительно головная боль, это большая проблема у меня бы была. У меня же на все мои сайты поддомена установлен один контейнер тег-менеджера, и изменение Facebook пикселя и добавление еще одного заняло у меня от силы 3 минуты. То есть вот такие экстренные ситуации, когда надо что-то быстро поменять, когда нужно перенастроить что-то, тег менеджер выручает. Далее, когда еще он станет полезным? Когда вам нужны отдельные коды на разных страничках сайта. К примеру, в Google Analytics мы с вами можем настроить конверсию по посещению thank you page без проблем. В Facebook у нас нет возможности на thank you page настроить лида, ну, чтобы Facebook реклама оптимизировалась. Нам нужно, чтобы Facebook Pixel отправлял особый трекающий код. Соответственно, нам нужно добавить только на отдельные страницы сайта этот трекающий код. В случае, если у нас какой-нибудь там сайт типа на Tilde, на Open сайте, на Webloom, ну, то, собственно, проблем никаких нету, вы входите в нужную страничку. Но когда сайты там на всяких там Joomla, WordPress, где исходный код на отдельные странички добавлять нужно не прямо в страницах, а вот немножко вот так вот через другое место, то возникают проблемы, опять же, но главная проблема не добавить. Один раз добавить — это никогда не проблема. Большая проблема — это
потом вспомнить через полгода, куда я что добавлял, когда я что-то решу поменять. Вот это проблема. Вот тут, если на разные странички нужен разный код, Google Tag Manager. И третье, когда нужен Google Tag Manager обязательно, когда вам нужно измерять сложные цели. Нажатие на кнопку, просмотр видео, просмотр определенного элемента на сайте. А вот смотрите, в чем самый главный нюанс. Когда у вас количество конверсий на сайте велико, когда у вас высококонверсионный сайт, вот количество конверсий Google хватает, чтобы классно оптимизировать рекламу. Когда у нас низкоконверсионный сайт, по такому количеству конверсий Google просто физически не может ничего оптимизировать. И нужно искать какие-то микроконверсии, нажатие на кнопку, что-то еще. А вот уже с микроконверсиями и трансляциями этих микроконверсий в Google Analytics уже будут проблемы. Скажем так, если опять же сайт на тильде, на каком-то open сайте, еще можно там настроить. Если уже на каком-то самописном движке, если на HTML, если на WordPress, Joomla, Drupal, будут проблемы. Надо лезть в код, надо или нанимать программиста, под который там он клики пропишет. Ну, в общем, это лишние проблемы. Теперь непосредственно я сейчас коротко расскажу о Google Tag Manager, вообще вот из чего он состоит, а дальше прямо практику я включу тестовый аккаунт свой и вот прямо с вами посоздаем теги, я покажу, как это делать. Итак, в Google Tag Manager есть две сущности, самые важные. На самом деле сущность не больше, там и переменные, и все, это сложная система. Но мы с вами на уровне вот бытовом, для рекламы. Две сущности, триггер и тег, тег и триггер. Очень часто их путают. Триггеры называют тегами, тегами триггерами. А самое печальное, что и там есть одинаковые настройки. И когда где-то вы читаете мануал, написано настройте триггер, а вы идете по привычке там настраиваете тег. Поэтому я сделал такую вам картинку, чтобы вы раз и навсегда запомнили, что есть тег, что есть триггер. Вот смотрите. Растяжка, да, с гранатой. Вот триггер это вот проволочка, а тег это граната. То есть активация тега происходит по триггеру. Граната взрывается тогда, когда кто-то заденет нашу проволоку растянутую. Вот точно так же Google Tag Manager. Есть растянутые проволоки, это триггеры. Это такие флажочки, которые поднимаются, когда человек что-то совершит, какое-то действие. Кликнет, проскроллит, перейдет на страницу. Это все триггеры. Триггеры, они лишь инициируют, они сами ничего не делают, они лишь дают сигнал. Это сигналы. Теги – это наборы каких-то действий. Тег Google Analytics, тег Facebook Pixel, тег конверсии Google. То есть это действия, которые уже непосредственно происходят. Да, вот взрывается граната. То есть триггер заставляет тег заработать. Триггер, тег, вот. Две сущности. Что касается триггеров, какие самые основные триггеры, чтобы понять вообще, какие они есть. Просмотры страниц. Самый часто используемый триггер. Человек зашел на какую-то страницу. Вы задаете на любую страницу он зашел или на конкретную, на некоторые. Просмотр страницы это триггер, который может запустить бесконечное количество тегов. То есть на один триггер может быть навешено несколько тегов. Следующий триггер, который может быть срабатывание, это клик. Клик человека по кнопке, по ссылке, просто по картинке, по элементу, клик куда угодно. Мы можем по-разному эти клики отлавливать. Следующий триггер. Доступность элемента. Например, у нас длинный лендинг и самая ключевая информация где-то ближе к низу, например, цены. И нам нужно понимать, какое количество людей вообще видели наши цены. То есть цены, к примеру, цены это наше конкурентное преимущество. И мы хотим понимать, какой процент людей видел наши цены. Мы делаем, чтобы триггер в Google Tag Manager запускался в тот момент, когда на экране человека появляется нужный нам блок. И такое возможно. Следующий еще триггер. Отправка формы. Обычной, не Ajax. Что такое Ajax форма? Наверняка вы видели на сайтах, существует два типа форм. Первая форма, когда вы вводите имя, телефон, там, email, нажимаете отправить и попадаете на новую страничку. То есть происходит перезагрузка странички. Это стандартная форма, там все классно работает. Второй тип формы, это форма без перезагрузки. Когда вот она так всплыла, вы ввели имя, вы ввели телефон, нажали отправить и форма просто спряталась, а страничка все та же. Это так называемая Ajax технология отправки форм. Ее напрямую через Google Tag Manager отследить невозможно. Вот это единственный случай, когда действительно придется подключить программиста. Еще один крайне полезный триггер – это таймер. Зачем нам таймер? Смотрите, кто пользовался одновременно и Google Analytics, и Яндекс.Метрикой, двумя системами аналитики, всегда замечали, что во всех параметрах разница там где-то 1-5%. Но в одном параметре разница всегда процентов 50. Это показатель отказов. Почему? Потому что Яндекс.Метрика считает отказом любой визит
Если в рамках этого визита не было ни одного клика, ни одного перехода на странички, или человек провел на сайте как минимум меньше 15 секунд. В Google Analytics отказом считается, если человек ничего не кликнул и никуда не перешел, без условия 15 секунд. Соответственно, если у вас лендинг одностраничный, длинный, человек на него зашел, и даже час его читал, вверх-вниз, вверх-вниз ездил, но ничего не кликал, а просто читал, скроллил мышкой вверх-вниз или на трекпаде ноутбука. Google Analytics посчитает что это отказом, что человек зашел с сайта и ушел и ничего не сделал. Но это будет неправдой. Это по умолчанию. Для того, чтобы такого не было, делается таймер, который может срабатывать. Либо, например, один раз. Таймер срабатывает через 15 секунд после захода человека на страничку. И Google Analytics знает, что человек как минимум 15 секунд на страничке пробыл. Либо таймер может срабатывать каждые 15 секунд. И мы тогда будем знать более-менее точное время визита. Я об этом сегодня расскажу. И еще один возможный триггер – это скролл. Скролл колесиком мышки до какого-то, до середины странички, до конца странички. То есть мы можем еще и измерять и инициировать какие-то теги в зависимости от того, насколько проскроллил человек. А вот скролл тоже крайне полезный для того, чтобы вообще понимать, вовлекают страницы людей или не вовлекают. Вот тут, кстати, два способа ответа на вопрос, насколько мой лендинг вовлекает в чтение. Смотрите, вот представьте, у нас с вами длинный лендинг, и мы, в принципе, хотим понимать, на каком моменте люди отваливаются, да, на каком моменте они уходят. Два способа. Способ первый – установить Яндекс.Метрику и веб-визор. Веб-визор у Яндекса позволяет показывать глубину скроллинга. Там прям такая карта. Вот эту верхнюю часть страницы выделило 100% людей, вот эту там 50% людей, эту 25% людей и так далее. Но веб-визор, он очень требовательный к ресурсам. Грубо говоря, он тормозит ваш сайт. Если у вас на сайте в день до 100 посещений, ну, вы этого не заметите. Если на вашем сайте в день от 1000 посещений, то Яндекс.Веб-визор может хорошо притормозить ваш сайт, а вам это явно не нужно. Так вот, вторым способом, тогда, когда у вас высоконагруженный сайт, это использовать события скролла из Google Tag Manager. И вы в отчете увидите, какой процент людей у вас проскроллил страничку, например, на 10%, на 20%, на 30%, на 40%, и поймете, на каком моменте люди уходят со странички. Это что касалось триггеров. Что касается тегов. Основные 4 типа тегов, которые мы можем использовать в Google Tag Manager. Первый тип – это теги аналитики. Google Analytics, Яндекс.Метрика, Facebook Pixel, ВКонтакте, код ретаргетинга. Все эти теги аналитики. Второй тип – это события. События, напоминаю, кто еще не дошел до урока 3.1 в курсе в основном, есть события, есть типы целей. Посещение странички и события. События – это когда без перезагрузки странички что-то произошло. Клик, какое-то там нажатие куда-то. То есть второй тип тегов – это события, которые отправляются. Куда отправляются события? В Google Tag Manager, в Яндекс.Метрику, в Facebook Pixel, ВКонтакте, в зависимости от того, какие у вас каналы рекламы. Следующий тег, очень полезный, я вам сегодня покажу, это тег связывания конверсий. Что это за тег, откуда он появился и для чего он нужен? В конце 2018, можно считать в 2019 году, год назад, Apple заявила, что они доверяют только данным, полученным с сайта, на котором был человек. То есть о чем речь? Есть понятие cookie файл. Что такое cookie файл? Вот вы, если на каком-то сайте зарегистрированы, и вы на этот сайт зайдете через неделю, через 2 недели, он вас узнает, он скажет там привет и вам, и вы там залогинены будете. В Facebook вы входите каждый день, вы же не каждый день не вводите заново свой логин, пароль, не вводите. Почему? Потому что ваш компьютер, ваш браузер знает, что вы зарегистрированы на Facebook и уже вошли туда. Откуда он это знает? На вашем компьютере хранится файлик, он называется cookie, печенька. Пишется так же, как печенье на английском. Файл, который в момент посещения Facebook из него читает, ага, этот человек уже зарегистрированный пользователь Иван Иванов и заходит на ваш сайт. То есть это файлики, которые хранят информацию о посещенных вами сайтах. Так вот, Apple заявили, что они будут хранить только те файлы, которые созданы тем сайтом, на который зашел человек. О чем речь? Есть у нас с вами сайт test.com. Когда человек заходит на этот сайт, логинится на нем, какие-то действия, этот сайт создает куки с содержанием вот этого сайта. То есть сайт создал куки. Когда человек приходит к нам из Google AdWords, то куки создает ads google.com, а не ваш сайт. То есть у человека на компьютере сохраняется один куки от вашего сайта test.com и второй куки от Google.
Apple с Google не поделили и сказали, что все куки, которые созданы не сайтом, без исключения, будут храниться лишь один день. И в том числе и гугловские. Это называется third-party cookies. Куки третьих рук. В общем, те, которые как бы напрямую не относятся к взаимодействию человека с сайтом. К чему это приводит? Простой пример. Человек сегодня зашел к вам на сайт по Google рекламе. Ушел с сайта. Через неделю опять зашел на ваш сайт напрямую и сделал покупку. Google Analytics не будет знать, что он заходил к вам по рекламе. Только если это было через устройство Apple. Айфоны, макбуки. То есть, с ПК все ок. Дабы этого избежать, Google создал тег связывания конверсий, который добавляется в Google Tag Manager. Этот тег очень просто. Что он делает? Он засовывает информацию о вашем визите из рекламы не в куки Google, а в куки сайта. То есть он, грубо говоря, тег, который дублирует еще раз информацию и связывает ее с посещением в Google Analytics. Вот и все. И еще какие теги вы можете добавлять через Google Tag Manager, это любые всплывающие окна, опросы. Если вы видели, есть там множество сайтов, там App Monster и так далее, сайтов, которые предлагают создание всяких красивых всплывающих окон. Если в функционале, например, если вы используете там tilde Open Your Site Weblum, там в функционале уже есть всплывающие формы. Если в функционале вашего движка нету, есть всякие дополнительные сайты, которые там позволяют что угодно реализовать путем вставления в код сайта определенных там настроек. Так вот, через Google Tag Manager все это тоже можно сделать. Вот такая вот эта классная штука Google Tag Manager. Так, теперь давайте непосредственно откроем этот Google Tag Manager, покажу вообще, что делать. Вот когда вы просто перейдете по этой ссылке, нажимаем создать аккаунт. Нас спрашивают название аккаунта. Тестовый. Вы пишете любое свое название, ни на что не влияет вообще. Страна. Собственно, где вы находитесь. Я в Украине. Название контейнера не влияет ни на что, но обычно принято называть названием сайта. Test.com, доменом сайта. Тип отслеживания. Значит, смотрите, в чем еще одно преимущество. Если у вас есть свое собственное приложение для Android или iOS, я пока, кстати, встречал вот за последние полгода только одного ученика в своей школе, двоих, у которых были приложения собственные для iOS или для Android. Если у вас есть Android, iOS приложение, вы можете еще и через Google Tag Manager, это вообще невероятно классно. Смотрите в чем. Если вы в код сайта еще можете с горем пополам залезть, то в код приложения залезть вы не то что с горем пополам, но без навычек хороших программирования вы никак не залезете. Поэтому если когда-то, просто отложите себе на полочку, что если когда-то будете иметь дело с iOS, Android приложениями, и разработчики для вас их будут делать, попросите разработчиков сразу включить в это приложение Google Tag Manager, чтобы вы могли потом что-то добавлять, не лезя в исходный код приложения. И AMP тоже редко сейчас встречают, а отдельный AMP. AMP это ускоренные мобильные страницы. Это, может, видели, новостные сайты их используют, когда вы новость какую-то видите, клацаете, она прям моментально загружается на мобильных устройствах. Это более из разряда диковинок. 99% выбирают веб-сайт. Так, создать. Внимательно читаем, конечно же, соглашение, нажимаем «Да». Вот. С использованием Google Tag Manager нам с вами придется залезть в код один единственный раз. Первый и последний раз залезть в код. И сделать нам нужно вот что. Добавить, тут написано, вставьте этот фрагмент в раздел Head кода страницы. Копируем, вставляем. А этот в body кода страницы. Вот 2 раза вставить и все. 2 кода всего-навсего вставить. Значит, смотрите сразу. Если у вас сайт на тильде, в тильде есть в настройках готовая интеграция Google Tag Manager. Вам вообще тогда, если ваш сайт на тильде, вам достаточно скопировать номер вашего аккаунта, либо вот тут из кода, либо вот еще, вот номер аккаунта есть. GTM, WX, Q9, MKG. Скопировать этот код аккаунта и вставить тильду. Все, ваш Google Tag Manager подключен. То же самое на OpenWare сайте, на Weblum, на Wix. Настройки идете, вот этот код копируете, вставляете, все, у вас все работает. Вообще даже в код не надо есть. Если у вас WordPress, есть отдельный плагин под WordPress, называется GTM for WordPress. В поиске по плагинам ищите. Если Joomla, тоже есть плагин. Если Drupal, тоже есть плагин.
Если самописный сайт, надо лезть в код. Ну, в общем, логика такая. Либо же в конструкторе ищем в настройках, задаем вопрос техподдержки. Почти во всех конструкторах есть возможность. Если у вас какой-то диковинный сайт, идете на Freelance Hunt, я думаю, не больше $10 будет стоить подключение Google Tag Manager. Один раз заплатите, вам программист все подключит. И все. Все, это последний раз, когда мы лезли в код. Нажимаем ОК. Считаем, что у нас Google Tag Manager работает. Итак, давайте вот я прям по шагам расскажу, что нужно настроить. Шаг первый. Добавляем сюда Google Analytics. Создаем новый тег. Значит, мы сказали, есть теги, есть триггеры. Триггер у нас есть один по умолчанию. Если мы... Тут его сейчас не видно, но он есть. Если мы сейчас начнем создавать новый тег, нажмем «Создать», нас спросят, какой триггер, выберите тег. Какой триггер? All Pages. Это единственный триггер, который сейчас есть у нас всех. All Pages — это все страницы, на все страницы сайта. Что нам нужно добавить на все страницы сайта? Как минимум Google Analytics, Facebook, Pixel, если у нас есть реклама в Facebook. Если в Яндексе есть реклама, добавляем Яндекс. Если есть реклама в ВКонтакте, ну, логика понятна. Итак, выбираем All Pages, все странички нашего сайта. Название вот тут даем ему GA. Название что не влияет. Ладно, Google Analytics, чтобы было яснее. Google Analytics, окей. Конфигурация тега выбираем. И тут прямо вот есть рекомендуемый первый готовый тег Google Analytica. Клацнули. Единственную настройку, которую нужно сделать, это вот тут в настройках Google Analytics выберите переменную, он пишет. Нажать новая переменная. И вот сюда ввести идентификатор отслеживания. Где взять идентификатор отслеживания? Если мы перейдем в нашу Google Analytics, кстати, эта информация, я сейчас вспомнил, есть в уроке 3.1, по-моему. В настройках нашего аккаунта Google Analytics вот наши идентификаторы. Копируем, вставляем. Ну, сейчас я его чуть-чуть изменю, чтобы на тот сайт никакие сигналы не шли. Сохраняем. Все как бы Google Analytics добавлен. Вот и все. Нажимаем дальше. Да, любые действия нужно всегда опубликовывать на сайте. Что бы мы ни сделали в Google Tag Manager, есть кнопочка «Отправить», вы нажимаете «Отправить», и есть кнопочка «Опубликовать», вы нажимаете «Опубликовать», тут «Пропустить». Для того, чтобы то, что вы тут наделали, стало доступно на сайте. Нужно вам добавить с вами Facebook Pixel. Как это сделать? Нажимаем «Создать», триггеры, All Pages, снова-таки все странички нашего сайта, тег, название тега пишем, Facebook Pixel. Конфигурация тега. Вот всего нам нужно фактически два вида тегов. Это вот этот Google Analytics первый вид и второй пользовательский HTML. Все остальные, вот их тут целая куча, около 60. Ни один из них не то что в СНГ, в Европе особо не используется. То есть вот эти Search Forms, Surveycate, Trade Doubler, все, квантумы, все эти теги это вот из США, из Северной Америки, LinkedIn и так далее. У нас это все очень редко используется. У нас вот два тега, которые вам 99% задачи обеспечат. Это Google Analytica, вот этот тег, и пользовательский HTML, вот этот тег. Все, что связано с Google Analytica, используем вот это, все остальное абсолютно используем вот это. Итак, нажимаем пользовательский HTML, идем в Facebook. Ну, тут у нас по Facebook не буду рассказывать. В Facebook, как бы, когда делаете рекламу, нажимаете создать тег, Facebook вам дает код отслеживания. Вставляете его вот сюда. Вот так вот он выглядит, код отслеживания Facebook. Ну, это HTML-код обычный. Вот так он выглядит. Копируете его из Facebook, вставляете его в Google Tag Manager, нажимаете сохранить. Он мне сейчас говорит пусто. Нажимаете сохранить. Готово. Facebook Pixel у вас работает. Теперь, что касается того тега, о котором я говорил, связыватель конверсии, линкер конверсии. Он не обязательный, о нем мало кто знает, но я его крайне рекомендую. Итак, тег связывания конверсий. Создать. Триггеры. All Pages, все страницы. Название даем. Конверсии, пусть будет так. Не удалять можете назвать. Конфигурация тега. И вот прямо вот он, видите, связывание конверсий. Вот он. Тег связывания конверсия, так и называется. Он вообще без настроек. Видите, тут написано настроек не требуется. Вы его просто добавляете, нажимаете сохранить. Все, он работает. Теперь давайте более продвинутые вещи. Вещь первая.
Как сделать так, чтобы Google Analytics учитывал, так же как Яндекс.Метрика, всех людей, которые пробыли на сайте как минимум 15 секунд, как людей, которые не отказники, а которые были на сайте. Вот давайте сделаем такое действие. Это особо актуально для тех, у кого одностраничные сайты. Давайте так, сначала размышляем. Что нам фактически нужно? Значит, для того, чтобы Google не считал визит отказом, нужно клик. Можем человека заставить кликнуть? Не можем. Переход на другую страничку. Можем человека заставить перейти? Не можем. От человека получить какое-то событие. Какое-то событие — это какой-то всплеск JavaScript кода. Событие можем заставить отправиться. Через 15 секунд запросто. Что мы делаем? Мы создаем триггер. Идем в триггеры. Триггеры, напоминаю, триггер — это то, что инициирует растяжка. Тег — то, что взрывается, граната. Создаем триггер. Называем наш триггер 15 секунд. Настройки триггера. И в самом низу выбираем таймер. Вводим интервал, обращая внимание, в миллисекундах, не в секундах. То есть вот так вот это будет триггер срабатывать моментально. Видите, тут даже написано миллисекунды. В 1 секунде 1000 миллисекунд. То есть секунды, количество секунд нужное нам умножаем на 1000. 15 тысяч ставим. 15 тысяч миллисекунд. Что у нас дальше? Ограничений у нас нету. Включить таймер при выполнении этих условий. Нам в принципе никаких условий не нужно. Но он просит от нас какое-то условие только задать. Все-таки задать. То есть нам нужно какое-то условие, которое как бы всегда на сайте будет правдой. Page URL соответствует регулярному выражению точка звездочка. Сохранить. Создаем тег уже создать. Называем его по таймеру, чтобы было понятно. Триггер задаем, наш таймер 15 секунд. Конфигурация тега. Выбираем Google Analytics. Мы ведь в Google Analytics будем данные. Тип отслеживания. Мы сказали, нам нужно какое-то событие отправить в Google Analytics. Абсолютно любое событие. Это событие может быть не привязано к цели, не привязано ни к чему. Просто оно должно быть. Вплоть до того, что назовем его... можно тест, но чтобы все-таки более логично, чтобы мы потом не испугались через полгода, когда увидим кучу событий тест, мол, что это было. Назвать его 15 секунд, вот так вот. Категория, действие, ярлык, по 15 секунд. И в расширенных настройках указать настройка активации тега. Один раз на страницу. Сразу, значит, смотрите, какой может быть нюанс. Иногда на некоторых сайтах, когда таймер срабатывает каждые 15 секунд, это делают обычно для того, чтобы контролировать четко длительность визита, чтобы мы знали, сколько человек пробыл на нашем сайте. Так вот, если выставить каждые 15 секунд срабатывать, иногда появляется вот такой неприятный глюк. В чем глюк состоит? На вашем сайте есть посетители. Некоторые из них открывают много закладок в браузере, и эти закладки висят неделями. Представьте, эта вкладка висит неделю, и каждые 15 секунд дает сигнал. Все бы и по умолчанию все должно быть классно. Google Analytics должен считать это одной сессией, но просто очень-очень-очень длинной сессией. Сессия длиной в 2 недели. Ничего страшного. Но есть глюк. Он иногда выскакивает, когда каждый новый сигнал, каждые 15 секунд Google Analytics считает новым посещением сайта. И тогда вы у себя в аналитике увидите десятки тысяч посещений без каких-либо действий. А это все генерируется одним пользователем. Это просто, что вы знали, что иногда такой глюк встречается. Очень редко. Но вот я его словил на своем сайте, например. Вот мы общались с аналитиками, там, топовыми в СНГ, с Осиповым. Они вообще первый раз с таким столкнулись. У меня увидели, но теперь знаем, что такой глюк есть, когда генерируются новые события. Поэтому, дабы этого избежать, вот тут в настройках активации ставится один раз на страницу, чтобы он только один раз, этот текст сработал. Все, теперь мы будем и выбрать переменную настроек, которую мы создали на шаге создания Google Analytics. Все, сохраняем. Все классно, теперь у нас 15 секунд, срабатывает таймер. Идем по конверсиям. Если у нас конверсия посещения страницы «Спасибо за заказ», все круто. Все круто, мы в Google Analytics настраиваем страницу «Спасибо за заказ», у нас есть конверсия. Что делать, если у нас на сайте конверсия? Это клик по определенной кнопке. Например, человек кликает и куда-то переходит. То мы можем отслеживать эти
конверсии через Google Tag Manager в связке с Google Analytics. Ну вот давайте на примере сегодня мы будем рассматривать этот вот сайт дальше, но сейчас на его примере. Например, мы с вами хотим отслеживать нажатие на кнопочку «Заказать». Вот есть такие кнопочки «Заказать». Всплывает форма. Нажатие. То есть отправка формы, то ясно, перейдет на новую страничку. А мы хотим отслеживать нажатие на эту кнопочку. Нам не хватает, например, конверсии для оптимизации, мы хотим по нажатию на кнопочку. И без Google Tag Manager нам бы пришлось просить программиста, чтобы он сюда вставил код отправки события. С Google Tag Manager мы с вами можем вообще сделать по-другому. Значит, смотрите. Первое, нам нужно создать триггер, который инициирует тег. Создаем триггер. Нажимаем «Создать», клик, «Заказать». Настройки триггера. Тут есть два вот таких вот типа кликов. Клик по любому элементу или клик только по ссылке. Можно предположить, что как бы только по ссылке. Но не всегда вот эти элементы при верстке являются собой ссылки. То есть ссылка это, ну, в данном случае, если мы посмотрим исходный код, ссылка это А, тут все ок. Тут вот этот элемент является собой ссылку. Но не всегда верстальщик кнопки делают ссылками. Поэтому, если не уверены, что ваша кнопка сделана в HTML-коде через ссылку, нажимайте все элементы. По умолчанию Google Tag Manager будет инициировать этот триггер при любом клике на сайте. То есть человек вот так вот где угодно кликает, будет срабатывать триггер. Нам это не подходит. Нам нужно некоторые клики. И тут мы нажимаем «Выбрать встроенную переменную». Открывается огромный перечень переменных, по которым мы можем отличать там клики, видео просмотры и так далее. Нас сейчас интересуют переменные с названием клики, с категорией. По сути, таких переменных 1, 2, 3, 4, 5 важных переменных. Значит, смотрите, мы можем отслеживать нажатие на кнопку по классу этой кнопки, по ID этой кнопки, по ссылке этой кнопки или по тексту этой кнопки. Самые лучшие варианты это по классу, по ID или по тексту. О чем речь? Есть тут у нас куча кнопок вот «Заказать». Мы смотрим, есть ли какой-то у них вообще класс или ID. ID обозначается двумя буквами ID, собственно, в коде класса обозначается вот надписью класс. Есть два класса BTN и Popular BTN. Все хорошо, ну в данном случае все хорошо, но бывают ситуации, когда какой-то из классов присутствует не только на этих кнопках, а где-то еще на страничке. Ну вот, пожалуйста. Захотим мы с вами таргетироваться, вот сейчас настроили бы мы с вами запуск на класс BTN или на класс Product BTN. Ну на Product ладно, на BTN бы сейчас запустили. А у кнопки «Посмотреть примеры штампов» тоже класс BTN. К чему это приведет? К тому, что человек, который нажал и на кнопку «Посмотреть примеры», тоже Google Analytics будет считать его конверсия. То есть в данном случае что у нас? Не подходит по классу таргетироваться. По ID. ID тут вообще нету никаких. И тут нас выручает третий способ. По тексту нашей кнопочки. Клик текст. Мы видим, что у нас на наших кнопочках конверсионных текст. Какой текст? Заказать. Копируем и таргетируемся на все кнопочки с текстом заказать. Проверяем, что тут еще у нас есть какие. Просмотреть нам кнопочки не подходят. Вот заказать консультацию еще есть кнопочка. Добавляем еще одно условие. Выбираем переменную клик текст, заказать консультацию. Обращаю внимание. Смотрите, видите, я скопировал отсюда заказать консультацию. И оно мне скопировалось с большим количеством пробелов. Вот эти пробелы удалять нельзя, потому что если эти пробелы при копировании тут появились, значит эти пробелы есть в этой кнопочке. Вот. То есть они откуда-то взялись, но они в общем есть. Их удалять нельзя. То есть текст с кнопки должен прямо взят вот быть вот из кода. Не написан вручную, а из кода взят, потому что в коде могут быть какие-то скрытые символы. Так, больше у нас там вроде кнопочек. Вот еще ссылочка есть. Форму заявки у нее текст. И добавляем еще третий, клик текст, форма заявки. То есть этот триггер сработает в том случае, если на нашей кнопке есть заказать слово, заказать консультацию, либо форму заявки. Сразу еще один лайфхак. Для очень сложных случаев, когда кнопка без текста, например, с картиночкой, без ID и без класса. Что делать? Смотрите, вот для таких сложных случаев.
находим правой кнопкой по нашей кнопке, которую нам надо найти, показать код. И вот тут вот выбираем правой кнопкой Copy Selector. И в диспетчере тегов вставляем, выбираем переменную click element. Element содержит и вставляем туда, видите, вставляется весь путь, как бы селектор — это весь путь к элементу по структуре документа. Не вдумывайтесь сейчас в то, что я сказал. Это для самых сложных ситуаций, когда вот вообще ни текста, ни ссылок, ничего там нет. Есть, создали. И теперь создаем тег, который будет что делать? Который будет по триггеру клик заказать, отправлять в Google Analytics событие заказать. Нажимаем Google Аналитика, тип отслеживания события, категория, например, клик, действие, например, заказ, ярлык, например, пусть будет тоже клик. Пусть будет тоже клик. Вот, сохраняем. Выбрать переменную настроек нас все время просят. Настройки. Сохраняем, готово. Как в Google Analytics словить события, я рассказывал в курсе. Урок, по-моему, 3.1, на всякий случай. Как словить вот это событие в Google Analytics теперь. Плюс цель, тип цели, собственно, событие. И указать категория действия ярлык, точно такие же, как мы указывали тут. Мы указали категория клик, ярлык, клик, действие, заказ. Вот так будем ловить. Кто не уловил, урок 3.1 там это есть. Клики разобрали, таймер разобрали. Доступность элементам. Смотрите, как на больших, вот, например, на лендинге вот таком, вообще понять, какое количество людей скроллит до вот этой большой кнопки «Напишите нам Viber». Нам нужно создать событие. Нам нужно создать триггер, который будет активироваться, когда у человека на экране появляется эта кнопка. Ну, на компьютерах она сразу появляется, на мобильных устройствах не сразу. Идем в триггеры. Нажимаем «Создать». Триггер, мы сказали, просмотр. Просмотр чего? Viber. Вот так назову. Настройки триггера. Тут у нас есть доступность элемента и глазик такой нарисован. Выбираем его. Метод выбора элемента. Или по селектору, или по идентификатору ID. Смотрим, вот мы хотим вот этот конкретный элемент узнать. Правой кнопкой просмотреть код. Смотрим. ID у него есть, у него ID никакого нету. Можно, конечно, в коде добавить ID, но мы пойдем проще. Мы выберем селектор CSS элемента. На этой кнопочкой опять правой кнопкой просмотреть код. И на вот этом элементе правой кнопкой copy копировать, copy селектор, копировать селектор. И прямо сюда его вставляем. Один раз на страницу минимальный процент видимости. Что такое минимальный процент видимости? Ну, то есть, вот смотрите, вот сейчас я этот элемент вижу наполовину. Считать, что я его увидел, или не считать. В данном случае у нас элемент маленький. Я считаю, что на 100% его нужно увидеть. Если бы я не элемента, например, весь целый блок, видимость всего блока, я могу видимость всего блока, вот этот вот большой блок, где-то в стороне блока кликаю просмотреть код, вот он, правой кнопкой copy selector, и, пожалуйста, буду весь блок. Ну, весь блок тогда можно и 50% видимости поставить для активации. Все, нажимаем сохранить, создаем новый тег. Точно так же типа события. Создать. Триггер. Просмотр элемента. Тип события. Тип события. Категория действия ярлык выставляем. При необходимости в аналитике создаем цель на эти события. Готово, вы отслеживаете видимость. Видимость поговорили, как отслеживать. В принципе, все. В принципе, вот это 95% всего, что вам нужно. Теперь смотрите, в чем класс. У нас готовые триггеры. Например, сейчас мы рекламируемся только в Гугле. Начинаем рекламироваться завтра еще и в Фейсбуке. Нам уже триггеры не нужно создавать. Мы готовые теги в Фейсбуке создаем. Мы создаем пиксель отслеживания и вешаем их на существующие теги. У нас есть существующий тег «Клик заказать». На него вешаем уже события из Фейсбука. Нужно нам с вами откуда-то еще, например, оттуда вешаем события.
То есть прелесть в том, что эти триггеры за нами везде, и добавление нового канала рекламы очень быстро. Мы из этого канала рекламы взяли новое отслеживание, навесили на существующие триггеры новыми тегами, и все классно работает. В принципе, вот это 99% Google Tag Manager. Я сейчас в первую очередь открою вопросы, которые были заданы в форме на лендинге вебинара. Так, вопрос первый. Обязательно ли нужен Tag Manager или хватит Google Аналитики? Google Аналитика и Tag Manager это разные вещи. Google Аналитика подключается через Tag Manager. Второй вопрос. Может ли работать аналитика вместе с Google Tag Manager параллельно? Очень классный вопрос. Смотрите, огромный нюанс, прям огромный нюанс. Google Analytics можно подключить либо напрямую на сайт, либо через Google Tag Manager. И так, и так. Если вы подключите Google Analytics напрямую на сайт, а событие в Google Analytics через Google Tag Manager, оно не будет работать. То есть если вот эти вот ваши события, вот эти вот по таймеру события заказать в Tag Manager, а сам код аналитики напрямую на сайт работать не будет. То есть если вы хотите, чтобы все работало, нужно сначала Google Analytics удалить с кода сайта и вставить его через Google Tag Manager. Тогда будет работать. Это важно. Если отдельно, работать не будет.